Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Снова будет у нас такой шаловливый расклад. Кто хочет с вами пошалить? Я думаю, все понимают, о чем я говорю, да? Вы любите такие расклады, поэтому я смотрю на вашу реакцию. И, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями. Итак, прежде чем мы начнем, давайте-ка снова продолжим такое небольшое знакомство. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вот поскольку у нас про шалости сегодня, да, вот расклад, напишите, вот вы любите этими шалостями заниматься. Утром, вечером, может быть, это не зависит, да, какое время суток. Вот напишите, вам без разницы, либо же вот пик активности вечером, утром. Будем шалить дальше. Итак, в каких энергиях вы сейчас находитесь? Смотрим. Вот у вас сейчас есть какая-то проблема, которую вам нужно решить. Это может проигрываться абсолютно разная проблема, да, у всех может быть она по-разному. Кто-то финансовую проблему сейчас усиленно пытается решить, у кого-то может проигрываться, допустим, вот вы хотите устроить свою личную жизнь. Ну, то есть абсолютно это разное. Ну, то есть вы себя еще накручиваете. Вы такой человек, который любит сам себя накрутить, а потом сам же и переживает. Да? Вот иногда вот бывает, что вы делаете из мухи слона. Очень вы такой впечатлительный, очень берете все близко к сердцу. Вы такой человек, который вот сейчас чувствуете себя комфортно вот в одиночестве, несмотря на то, что я не вижу рядом возле вас женщины, но вот есть какой-то комфорт и своего рода спокойствие. Да, у вас этот период дан не просто так, так должно было быть по судьбе у вас. И я думаю, вы прекрасно чувствуете и понимаете, что очень скоро в вашей жизни грядут перемены. Вот может реально проигрываться, потому что вы очень интуитивный человек, может проигрываться, вот именно вы ощущаете, да, может даже сон какой-то снится, что вот вы с женщиной в отношениях, ну то есть есть какие-то вот, либо же знаки судьбы, вот как говорят, да, знаки вселенной, что вот-вот вы должны либо же познакомиться с женщиной, вот вступить в новые отношения. И вот она как раз у нас и выпала. То есть вы сейчас, знаете, в таком находитесь состоянии. Я не могу сказать, что вы прям в депрессии убиваетесь. Нет. У вас есть, да, какая-то вот насущная проблема, довольно такая, ну, важная для вас проблема. Я не про мелочевку сейчас говорю. По мелочам это всегда у всех все есть. Но вот вы реально над чем-то ломаете голову. Вот давайте хорошо, давайте уточним все-таки, чего это касается. Смотрите, это может касаться и проблемы касательно вот взаимоотношений с детьми еще может касаться, над чем вы ломаете голову. Допустим, вот жена бывшая вам не дает детей, не дает общаться. Проблема связана с вашими какими-то вот переживаниями, негативными эмоциями. Я думаю, это, скорее всего, связано с женщиной из прошлого, да? Это могут быть какие-то нерешенные вопросы с бывшей. Это может быть все, что касательно вот именно личной жизни. То есть я не скажу, что вам сейчас безумно плохо, даже в какой-то мере вот вы кайфуете от того состояния, в котором находитесь. Но в то же время вы всегда вот найдете повод, знаете, ну так, если по-честному, да, я никого не хочу обидеть, но сами себе периодически вы можете мозг выносить и накручивать себя по поводу и без повода. Очень вот у кого есть дети, очень сильно вы скучаете и тоскуете по детям, потому что, может быть, вы их не так часто видите, как хотелось бы, да. Либо же жена настраивает детей против вас. Ну, то есть вот какие-то еще переживания вот именно за детей у вас проигрываются. А вы вообще человек такой очень, знаете, вот, ну, справедливый.
Вы хотите, чтобы все было, ну, четко по полочкам, да, вот разложено. Вы хотите, чтобы всем было хорошо. Вот, знаете, вот несмотря на то, что у вас есть, все равно есть осадок вот после ваших вот этих перипетий. Да, вам было и плохо, вам было обидно, у вас есть некоторые страхи, да, вот все равно у нас по Луне остаются и страхи, какие-то комплексы, которые остались от прошлых отношений. У каждого это будут свои страхи. У кого-то это проигрывается страх перед новыми отношениями, у кого-то страх предательства, обмана и так далее. То есть осадочек она вам оставила еще такой, будь здоров, осадок. Но тем не менее вы пытаетесь себя вытащить, вы своими силами пытаетесь себя вытащить, и ну, вы в принципе на правильном пути. Я не скажу, что у вас такой депрессняк. Нет, вы себя вытаскиваете, вы работаете над собой, но все-таки еще периодически голову себе морочите сами себе. Итак, давайте-ка посмотрим. Поскольку у нас сегодня такой шаловливый расклад, да, ну как бы личной жизни я не вижу от слова совсем. Кто знает мои расклады, одноразовых девочек я во внимание не беру. Я беру во внимание именно вот серьезные стабильные отношения. То есть я не вижу сейчас возле вас женщины другой, да. Так, смотрим, что же будет дальше у вас в личной жизни. Какие же будут шалости? Вот смотрите, какой-то период вы будете еще, ну так, сами в себе, да, вот будете накручивать себя, будете решать свои проблемы. У некоторых будет проигрываться такая вот ситуация, ну, ступора, тупика какого-то, да, когда не знаю, что делать, да, вот, может быть, с работой проблема, может быть, проблема еще какого-то характера. То есть вы будете решать свои проблемы еще в ближайшее время. У вас будут искушения, искушения от других женщин, да, вот у нас по дьяволу будут. И флиртовать будут женщины, и будут, ну, как обычно это, знаете, делают женщины, допустим, мужчина какой-то нравится, и она в открытую может и приглашать в гости, и может намекать, допустим, что-то отремонтировать надо. Ну, то есть вы все эти женские штучки прекрасно знаете. То есть у вас будут такие вот искушения от женщин. Но я вам скажу, вы на искушения эти не поддадитесь, потому что, ну, как-то это, ну, не для вас. Ну, не для вас. Чтобы вы вот пошли вот на искушение, да, понятно, что я говорю не о всех. Понятное дело, что среди вас будут такие, которые могут повестись, да, на вот эти вот все одноразовые встречи, но кайфа от этого не будет, как ни крути. Вы прекрасно знаете, что можно, да, ну переспите вы с женщиной, которая нелюбимая, тем более, которая там, если она по вызову одноразовая, ну никакого кайфа, удовольствия. Ну да, это будет какое-то сиюминутное удовольствие, да, вот пик ваш самый, вот это и будет единственное ваше удовольствие. Поэтому вот большинство из вас настроены именно на серьезные отношения. Я не вижу, что вы поведетесь на это. Вы скорее пойдете с друзьями где-то потусите, да, но не пойдете вот марать себя. Я обычно называю такие вещи, что ну как бы не на помойке же себя нашли, да, чтобы со всеми подряд связываться. Вам нужна именно стабильность. Поэтому будет у вас и искушение. Так, и будет и романтика. Вот она. У вас будет, знаете, вот как судьбоносный шанс. В вашей жизни появится женщина, причем появится очень как-то неожиданно. Вы даже ее не будете сразу рассматривать как женщину для отношений. Опять же, здесь вот с этой женщиной как-то ну, из расклада в расклад, да, довольно часто появляется женщина, с которой вот связаны вот эти вот рыночно-денежные отношения. То есть, опять же, да, вы можете так в памяти прикинуть, где, что, как. Хотя это может быть не обязательно знакомая женщина. Да, я специально даже не буду уточнять, чтобы вам была такая небольшая интрига, чтобы вы себя не программировали. Вот я не буду уточнять, где, как, что вы познакомитесь. Вот я просто говорю, это связано с денежно-рыночными отношениями. Но я сохраню интригу, знакомы вы с ней, либо же это будет новая женщина, пусть это будет маленький сюрприз вам. Женщина идет именно с любовью, у вас будут именно любовные отношения, но еще будете вы какой-то период все равно вот бояться предательства, обмана, да, вот.
будете бояться, что вас обберут, ваши деньги заберут, что все разрушится. Ну, то есть еще какой-то период вас будет накрывать вот это все. Так, и что же у вас за страсти будут кипеть? Кто же с вами хочет пошалить? Что будут за страсти кипеть? Причем, смотрите, эта женщина, я не буду говорить, насколько вы с ней как общаетесь, она давно хотела с вами именно пошалить, да, она очень страстная, она очень такая вот женщина-огонь, женщина очень темпераментная, она ревнивая, она моложе вас, она на месте никогда не сидит. Эта женщина, ну, скорее она брюнетка будет проигрываться, опять же, делая акцент, я не говорю, знакомы вы, либо нет, потому что можно так быть знакомыми, как бы, ну, в лицо знать друг друга, да, а по факту, вот пусть вам сюрприз будет, немножечко вас помучает, да, вот интригами своими. Так, теперь, смотрите, поначалу вот как-то вы будете, как я говорила, сомневаться, да, вообще по полочкам пытаюсь вам разложить, чтобы было более понятно. Будут какие-то сомнения, но она настолько вас возьмет именно вот этим интимом своим, настолько будет это такой вот зажигательный интим. Да, она давно на вас запала, она давно вас видела, ну, так сказать, в эротических фантазиях, да, она давно мечтала об этом, вы типаж ее, вот именно типаж. Потому что у каждой женщины есть свой любимый типаж мужчин. Точно так, как мужчины. Да, кому-то нравятся полненькие, кому-то худенькие, кому-то с грудью, кому-то без груди и так далее. Да? Ну, то есть, смотрите, она вот добьется своего, в принципе, я так буду вот, знаете, вот интриговать. Мне почему-то понравилось вас интриговать, и я думаю, вам так будет больше и драйва, интереснее это все будет. Она давно представляла вот вас вместе, как вы зажигаете. Она давно представляла, как вы куда-то вот едете. Причем вот разнообразный интим она представляла в своих мыслях. Причем она это воплотит. Я говорю, она представляла, потому что, да, какой-то период она просто мечтала. Но это все воплотится в жизнь. Начнется с интима, перейдет именно в жизнь. И здесь будут настолько головокружительные вот эмоции. Вы сначала обалдеете, я вам скажу. Вы такого давно не видели, вы такого давно не слышали и не занимались так много и так часто вот этими шалостями. Причем женщина-любительница экспериментировать, да, вот мне сейчас идет такая информация с потока, я вот вам пытаюсь это донести простыми словами. Вот настолько она любит, знаете, вот не просто как бы в миссионерской вот этой вот позе бревна, да, а как бы вот и куда-то поехать, и на природе, и, я не знаю, там на столе, под столом, на балконе, где угодно, понимаете, вот она любит экстрим, хоть и в парке на лавочке, ну, понятно, когда стемнеет, не днем, потому что если днем этим заняться в парке на лавочке, могут быть проблемы. Поэтому, смотрите, женщина огонь, женщина просто секс-бомба, женщина, которая ну реально перевернет вашу интимную жизнь, которая перевернет вообще, вы посмотрите, какая шикарная карта выпала. Это ваш вообще шанс. Это ваш, ну знаете, как вот, ну, посланница небес, я не знаю назвать, какими еще словами, да, вот, чтобы подобрать. Это реально большая вот любовь, это взаимная любовь, но которая начнется с таких бомбезных страстей, о которых вы сейчас, ну, даже не можете подумать. Вот я знаю, что многие из вас уже как бы, ну, там за 40, за 50, да, вот мужчины. Но, тем не менее, поверьте мне, вы почувствуете себя просто 20-летним мальчишкой вот рядом с такой женщиной. Вам захочется горы свернуть, вам захочется там, ну, грубо говоря, по 10 раз за ночь, да, вот с женщиной. Настолько это будет вот, ну, просто огонь, огонь, огонь с вулканом, я не знаю, вот, я даже не могу подобрать слова, вот меня саму просто переполняют эмоции, вот настолько идет, вы не представляете, какая мощнейшая энергетика идет от этого расклада. Я понимаю, что некоторые сейчас снова мне могут написать, что вы еле держите себя в руках,
Но я пытаюсь вас особо не травмировать, я пытаюсь вам так очень деликатно донести, да, чтобы вашего, так сказать, меньшего брата не беспокоить, чтобы он не нервничал, ну, меньший брат, который ниже пояса, я имею в виду. Вот. Поэтому, ребят, я вам как бы с одной стороны, я вам и желаю счастья, да, с другой стороны, я могу сказать, ребята, держитесь, потому что это будет женщина-огонь, это такая вот, ну, посланница небес, именно посланница для таких вот страстей, именно любовных страстей, которых, ну, скорее всего, вот в вашей жизни раньше не было. Ну, вот я не вижу, потому что давно у вас такого, вы как-то заскучали. Вы заскучали даже, вот я не чувствую, что у вас даже с прежними партнершами были такие отношения. Здесь такой драйв. У таких женщин, вот которая у вас будет, да, которая сначала хотела с вами пошалить, но потом она таки добьется, вы таки пошалите, да еще и как. У таких женщин никогда не болит голова. Такие женщины согласны всегда, везде и вообще, ну, такая, я как пионер, да, я на все готов. Всегда и на все готов. Вот. Поэтому я вам могу только сказать, что у вас все будет хорошо, у вас все наладится, а в интимной жизни тем более эта женщина принесет, ну, такую перчинку, такой адреналин и такую любовь в вашу жизнь, о которой вы уже даже не надеетесь. Мечтать даже не надеетесь. Я вам скажу, вот некоторые из вас уже опустили руки просто, вот от безнадеги, да, вот женщинами не получается, вот как-то уже разуверились, да, и возраст поджимает, вот и денег, может быть, не очень-то хватает. Но поверьте мне, не в деньгах дело здесь будет, здесь страсти, здесь любовь, здесь вот взаимная такая вот гармония, причем огненная такая вот смесь, ну все и сразу. Поэтому не отчаемся, держим хвост пистолетом, смотрим видео для взрослых, тренируемся, повторяем, и да будет вам счастье. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!